А у вас такой ковер красивый там с оленями. У меня просто у бабушки такой же был в деревне. Это так принято украшать или это уже позже появилось? Что есть, да, красивого? И вот это тоже. А вот это вы сами вязали? Ты домик своими руками, да? Да. Спасибо вам большое. В этом видео мы со Сланом покажем, как собирают и возводят уникальную традиционную кыргызскую юрту на берегу озера Иссык-Куль. А почему именно так нужно? И почему нельзя просто веревками? Это какое-то имеет защитное значение? Здесь вообще гвоздей нет. Конечно, меня поразило, что в каркасе национальной кыргызской юрты полностью отсутствуют гвозди и металл. Все сделано исключительно из природных материалов. Каждый элемент юрты, от деревянного каркаса до войлочного покрытия, тщательно создается и обрабатывается вручную, а вместо гвоздей используется натуральная кожа. Как называются эти штуки? Ширдак. Ширдак, да? Да. И вот каждый орнамент имеет смысл. Если брать женское начало, мужское начало, скажем так, соединение, то есть гармония. Интересна сама техника изготовления войлочного полотна. Она напоминает аппликацию. Мастерица, нанося задуманный узор, накладывает войлок одного цвета на войлок другого цвета, а потом режет по узору сразу оба полотна. Затем в белый войлок или в светлый вставляется темный и наоборот. В результате такой технологии получается несколько зеркально отраженных поверхностей с красивым орнаментом. Вот если мягкий, то сидеть поплотнее, там, накрывать еще вот. Ага. А вот этот мягкий, да? Можно его Да, попробовать? это самый мягкий, можно То сказать. есть его будут использовать... А, да, он действительно Сидеть. мягкий, да. А здесь, видите, пожестче. Угу. Из какой шерсти это делается? Это же войлок... Барашек. А, это все барашек? Все барашек. Вот этим потом юрту будут накрывать. А, это самые плотные, наверное, да? Самые плотные. И вот эта вот трава вот специально, видите, как плетеная. Ага. Похожая на камыш, но она трава маленькая, тонкая, видите? Угу. И вот она будет вокруг этого и сверху войлок. Это все вручную, да, сделано? всё вручную. Мгм. А дерево какое-то особенное используется? Гибкая, прочная. А породу не помните? Породу по-киргизски помню. Тяпантал. Тяпантан, да? Каждая, абсолютно каждая деталь сделана вручную и со специальными узорами. Не просто так, ни одной простой веревки. Так, вот несут оси. Они называются уук. Эти жерди – одна из ключевых деталей традиционной кыргызской юрты. Они образуют каркас крыши, соединяя центральное кольцо с верхней частью стен. Уук играет важную роль в поддержке и устойчивости всей конструкции. Сейчас вот здесь будет красивый кадр. Тундюк будет держать и все будут втыкать. То есть вот сейчас самая сложная часть, получается, заключается в том, чтобы сразу несколько человек установили оси, да, в отверстие тюндюка. И, по сути, у нас получится крыша, да, в конце. Так, ух ты, высокая будет крыша. То есть насколько слаженно здесь нужно работать. Да и силы, мне кажется, иметь тоже нужно. Теперь мы прикручиваем оси. Bunu негизи азыр эми санап келиш керек да, уктарды. Мындай катуу байлабай эле иле туралы. Видите, самый ответственный момент. Сейчас надо считать уки, потом подбирать. При установке юрты важно правильно рассчитать количество уков по нескольким причинам. Дело в том, что правильное количество уков равномерно распределяет нагрузку и предотвращает деформацию или обрушение конструкции. Также правильная установка создает симметричную и эстетически приятную форму юрты. Так как при установке не используются гвозди или шурупы, все связывается веревками. И крест-накрест, да? Причем веревочка тоже непростая. Вот в конце вот привязывается. Что вот так. Ну как нравится. В наши дни юрты все чаще изготавливают из железных деталей. Это делает их сборку значительно проще и быстрее. Такие юрты легко устанавливаются и требуют меньше усилий. Сборка же деревянной юрты требует больше времени и мастерства, но результат несравним. Эти юрты не только более экологичные, но и обладают неповторимой эстетикой и аутентичностью, которую невозможно воспроизвести в металлических конструкциях. Из дерева каждый бузы будет уникален. Сейчас его разобрать, там передвинуть
она будет по-другому выглядеть каждый раз. Сразу хочется здесь остаться. Даже хотя бы попробовать просто зайти. А вот по поводу лучей. Вот смотрите, ты родился в юрте, и первое, что ты видишь, тундук. То есть символ семьи, да? Это больше, чем тундук. То есть получается, если брать выражение «окно в Европу», получается окно в Вселенную. Да, не просто в мир, да? Да, вот когда ты открываешь лучи света, и ты видишь через него. Мне кажется, она неспроста попала в флаг наш. На кыргызском вот эти полоски называются чамгарак. Бывает 4 полоски, 4 чамгарак. 4 на 4, да? Да. Да. Или 3 на 3. Тем больше полосок, тем красивее и надежнее получается. Ага. Ну вот спор-то по поводу нового флага вышел как раз из-за количества полосок. Количество полосок И что решили на новом флаге теперь? Сколько полосок? прямые 4. 4 все-таки, да? Вот так. Ясно. Краснее был флаг. Чтобы прочнее был флаг, ясно. А до этого было как? 3. 3 на 3, да? Мгм. Теперь 4 на 3 на 4. 3. Все, это Кыргызстан будет крепче с таким флагом. Мы не говорим, сколько квадратуры, потому что она круглая же. Мы Так. спрашиваем, сколько луков. А, сколько вот Да, этих тем осей, больше, да? да, тем больше осей, луков, Да. тем больше бозы получается. Бözü – это по-кыргызски юрта. Да, Да, самая бозы. юрта, да. Дословно переводится как серый домик. Войлок, если не красить, Он же будет серый, да. Боз ю. То есть вот эта юрта на 85 да, 80 осей, или как называется еще раз? Ук, да, это считается большой юртой. Нет, Это средненькая или даже, маленькая? маленькая. Это маленькая. Да. Например, если спать в юрте или в комнате какой-нибудь, в юрте дышится. Да я даже сейчас на нее смотрю, мне уже хочется в нее забраться. А здесь она сама по себе, вот войлок и все вот это, как бы некий фильтр, плюс дышит и как бы вот естественный кондиционер получается. То есть в юрте не жарко обычно, Не жарко, не не холодно. холодно. Да. Ее можно и в горах поставить, можно и Везде. на склоне, да? Сейчас летом актуально на пляжу. Да. Можно целую семью разместить, жить. Жизнь. Притом круглый год. А вот этот войлок, он не промокает от дождей? У меня вот вопрос. Потому что часто, понятно, брезент. Промокает. Но сейчас брезент стоит, а раньше сверху еще ставили шкуры. Раньше люди жили в гармонии с природой, и юрта является ярким тому подтверждением. Кочевой образ жизни позволял людям не оставаться на одном месте, давая таким образом природе возможность восстановиться после их проживания. После тебя, например, даже никаких следов и не остается, получается. Да, То есть в этом есть что-то очень Кочевник, мудрое. да. И так тысячелетиями предки жили. И от того, что у тебя даже дом, скажем так, вот не в одном месте, еда такая же. То есть взял, Тоже меняет. употребил. Мгм. То есть консервации такой у нас в принципе не было. С другой стороны, ты можешь легко все поменять. Собрал и изменил судьбу. Поехал куда-то. И даже дом, который, как ты родился, родина, ты можешь его сдвинуть. Просто перенести, да. Получается, дом там, где Да, ты вот можешь эту иметь юрту, семью. да, ты куда-то юрту поставишь, вот твоя и родина. дом просто там, где мы поставили юрту. И она всегда будет прекрасно выглядеть. Ну вот если сделать такое, знаете, выжимку, вот юрточное мышление, это что за мышление? Когда ты весь открыт и ничем не связан? Мне кажется, я бы сказал, открытость. Открытость, да? Да, открытость любым, скажем так, культурам, мышлением, видением, взглядом. Событием, да? Да, Получается, вообще, что бы ни да, случилось. открыто. Ландшафтом. Юрта у тебя в принципе не может закрыть его, понимаете, вот запереть или законсервировать. Она изначально открытая, видите, вот чувствуете, да? Мгм. Из-за того, что у тебя сознание, мышление открытое, у тебя и дом открытый. Понятия забора нету. Что такое, да, принципиально. мой двор? Это лишний груз получается. Ты Да. его, забор ты должен таскать. Для чего? От кого? Понимаете, вот у меня даже дом открыт. Тогда получается открытость и легкость, да, еще вот легкость во всем, да. Я легко могу пригласить гостей, да, я не буду думать там, где их посадить, чем накормить. Я легко могу поменять место жительства. Я прямо с каждой минутой все больше разочаровываюсь в квартирах.
Я думаю, многим интересно, сколько же стоит юрта. В настоящее время на рынке можно найти множество китайских железных вариантов, однако местные жители говорят, что это скорее палатка в виде юрты. Она обойдется примерно в $1000. Конечно, есть и более продвинутые варианты, которые представляют собой нечто среднее между китайской железной юртой и настоящей деревянной. Стоимость таких вариантов от $1500. Ну и, конечно, настоящая кыргызская юрта, сделанная по всем традициям, обойдется гораздо дороже. Ручная работа, полгода, по-моему, делается одна юрта. Это и то некоторые детали готовы. Если с нуля брать, вот представляете, каждую травинку, каждую. Каждая деталь. Да, и она где-то около 5000. Это, я вам говорю, она зависит от многих деталей. Тем больше там Ручной работы, да? работа, да, тем выше будет. Ну, то есть, по идее, можно, да, например, если очень захотеть, купить вот такую юрту, да, чтобы она была сделана вручную, из натуральных материалов, аутентично, да, и это будет стоить дороже, да? Да, дороже, потому что ручная работа. понятно. Вот, например, вот вход, перегородка верхняя Над дверью, да? над дверью, называется гереге. Так же, как и каркас, да? Да, вот она Ага. вот крепится, как бы она стена, вот от него идет стена, гереге. И она есть пословица «Гелиним сагайтам», «Гереге сагайтам», «Гелиним мок». Если пословицу перевести, стена, я обращаюсь к тебе, но услышь меня, пожалуйста, невеста. Слышь меня, невеста, да? А почему так? Свекровь говорит, надо подкорректировать. Она не говорит, иди сюда, ты вот здесь. Суп Она говорит, да? Она говорит к стене. Ой, стена, сегодня, например, не досолили, оказывается, я ем суп. Понимаете, она говорит в пространство. Ну, невеста как бы это должна тоже Да, услышать. и вот эта пословица называется, вот я говорю в пространство, но Ну, это ты обращено к тебе. Вот вы говорили, да, про открытость. То есть насколько здесь на доверии, да, к миру все построено. Ни стен, да, ни ворот, ни солдат. А мы предполагаем, что человек, который ко мне подходит, да, к моей юрте, он голосом мне даст знать. То есть это уже максимальная, мне кажется, открытость. Ну, это Сравнительно. подразумевает, что я тебе доверяю. Я еще хотела спросить, то есть юрта не означает дискомфорт, правильно? Это может быть, наоборот, очень даже комфортно и интересно. То есть кому бы вы посоветовали юрту? Это, я бы сказал, это уникальное соприкосновение с нашей именно культурой. Это вот прям ты всем телом. Всеми органами чувств, Да, да? да, ты в один раз в юрте переночевал. То, что мы говорили, ты прям пропускаешь через себя. Цены очень демократичные. Ну, давайте пройдемся по ценам. То есть От 1000 до 3 где-то получается. это за Юрта, юрту, да? да. А в юрте, ну вот в такую юрту сколько человек может поместиться? От 5 до 10, в зависимости. В зависимости от того, какие кровати двухъярусные. Нет, в зависимости, вы помните, УК говорил, Так, то есть по Вот. площади. 85 улков здесь, да? Это В где-то... частности, если мою брать, есть 5-местная и 10-местная. Мгм. Смотрите, если это потолок вот 3000 делим на 5, получается 600 сомов с человека. И очень часто на берегу, я так понимаю, Да. так устанавливают. Да. Сейчас как раз тоже пройдемся, посмотрим потом. Да, А готовят обычно, вот если нужно готовить, да? там Какой-то есть и плитка, и холодильник, и газ, все есть. Можно и на казане, и самовар. Это у Прям, вас, чтоб, да? если прям хотите все натурально, все Вы уже вот все как это, Да. как положено. Да, да? Барашка сможете пригнать? без проблем. Сразу, да? Не только, да. Чтобы все попробовать. Да. Так, то есть у вас очень хороший такой компромиссный, да, вариант, когда резкого отрыва от цивилизации не происходит, да, шока не будет. Можно, например, там в Карвине, в Радуге, там ночевать ко мне, приехать, там, не знаю, в юрте там полежать, Весь день провести, да, да? мясо покушать. То есть тарифы разные есть, можно договориться. Мы же говорим, открытая юрта, открытое мышление. Открытая нация, да, открытое мышление.